Я вроде подключилась. Всем огромнейший привет, мои хорошие, дорогие. И вся подробнейшая информация в описании под видео, так что заглядывайте туда. Значит, приблизительно эскиз лебедя будет следующий. Ну, он у меня не нарисован, я на словах покажу. Буду плести я почти по форме, только немножечко, может быть, отклонюсь от нее там на сантиметр. Значит, практически вот такая вот форма у лебедя будет, ну, вот это тело, да. Единственное, что в хвостовой части я хочу немножечко заузить. Красила я трубочки в белый цвет, ссылка на видео есть в описании. Также обрабатывала их белой дюфой, ссылка также есть в описании. И мы с вами начинаем плетение лебедя. Скажу, что в этих видеонарезках я показываю лишь самые основные моменты в плетении данного вида изделия и не особо акцентирую внимание на каких-то мелких деталях. Если вам что-то непонятно, то вы можете всегда вернуться к полным версиям записям прямых трансляций, которые есть на канале в общем доступе. Плетение лебедя начинается с обычного круглого дна. Здесь дно я плету очень-очень просто, то есть беру 8 трубочек, 4 на 4 их выкладываю в такую конструкцию, начинаю это все дело оплетать. Затем я добавляю дополнительные стойки и плету круглое дно дальше. А затем само тело лебедя я плету уже по форме. В качестве формы у меня служит вот такая глубокая тарелка. Она идеально сюда подходит, прям под размер. На самом деле, вот многие меня спрашивали после этой прямой трансляции, почему именно я лебедя плела по форме. Да просто потому, что форма нашлась. Если бы такой тарелки не было, формы бы не было, то я плела бы без формы лебедя. И на прямых трансляциях, конечно, я хочу себе немного облегчить работу, потому как сложно плести на камеру, и всегда думаю, по какой бы форме лучше всего плести изделие. Ну, конечно, если форма находится, это хорошо, если не находится, то, ну, тоже хорошо, плету без формы, но с этим лебедем мне повезло. Высота лебедя не очень большая получается, то есть с высоты самой этой формы, самой этой тарелки, ну там приблизительно где-то 11 сантиметров будет. Здесь такой небольшой нюанс, что само тело оно круглое, да, но в хвостовой части я делаю небольшое расширение. То есть это очень похоже на плетение лука-дома. Там мы тоже расширяли одну часть и немного там раздвигали стойки и все это оплетали. На расширение все это дело шло, и в лебеде, в принципе, все то же самое происходит. Тело лебедя практически сплетено, и здесь я увидела, что хвостовая часть чуть ниже всего остального тела. И здесь именно в хвостовой части я плету укороченные ряды. В принципе, ничего сложного здесь нет, они очень похожи на те ряды, которыми мы плели лягушку с вами. Ну, опять же, если вам что-то непонятно, вы можете вернуться к полным версиям прямых трансляций, я ссылки все в описании оставлю.
А вот пошел второй день прямой трансляции по плетению лебедя. Здесь мы с вами начинаем плести шею и голову лебедя. Конечно, на камеру все так легко кажется, но на самом деле с этой частью лебедя пришлось повозиться. Но мы справились, мы молодцы, и у нас все в итоге получилось. Итак, как плетем шею лебедя? Мы сначала начинаем с укороченных рядов, с расширения на сужение идем, и здесь у нас плетение плоское. А вот потом мы добавляем дополнительные стойки с обратной стороны этого плетения. Но здесь имейте в виду, так как мы плетем ситцем, то ситец по кругу у нас одной трубочкой получается только на нечетном количестве стоек. Поэтому здесь, если у нас изначально стоек было 6, то мы добавляем 3 стойки с обратной стороны, ну, чтобы у нас получилось нечетное количество трубочек. И вот именно с плоского ситца мы с вами переходим очень плавно на объемный. То есть мы из этого плоского плетения формируем вот такое объемное плетение и плетем уже по кругу, разводя вот эти стойки. Это очень похоже на плетение головы у зайца. Помните пасхальный заяц, заяц-корзиночка? Мы с вами плели еще в прошлом году. Да, вот там этот момент очень-очень похож.
И так мы с вами продолжаем плести шею у лебедя. Без формы это сделать очень-очень сложно оказалось. И вот именно в этом моменте я судорожно на трансляции искала форму, в итоге нашла вот такой вот клей-карандаш у меня был, который идеально сюда вписался. И именно по этому клею-карандашу я плела форму, плела шею у лебедя дальше. Ну и тут мы уже дошли до головы. Здесь показан такой основной момент, когда мы с вами сначала расширяем голову, а затем сужаем. И в принципе здесь тоже можно плести по форме, то есть найти форму подходящего размера. Но мне не удалось, поэтому я все-таки плела это все без формы. То есть голова у нас очень плавно выходит из шеи, то есть сначала идет расширение, такое достаточно плавное, и затем сужение, тоже плавное. Здесь могу лишь дать один совет или несколько советов. Либо вы плетете по форме, и тогда у вас не будет с этим проблем, либо вы плетете без формы, но тогда очень тщательно контролируете именно изгиб головы по плетению ситца.
А здесь я уже поняла, что нужно плести клюв, и в принципе как раз-таки это место идеально подходит. Как раз таки мы тут заузили хорошо. Одну трубочку я наращиваю, ну, то есть белую трубочку я наращиваю на красную трубочку. И вот таким вот образом начинаю оборачивать стойки красной трубочкой. В принципе, клювик у нас готов. Ну и у лебедя здесь у основания клювика что-то такое черненькое. Это все я имитирую черной трубочкой. Тоже оборачиваю несколько рядов. Обязательно все это дело промазывать нужно клеем ПВА, чтобы это ничего не разошлось. И прищепкой, чтобы все зафиксировалось. Ну и вот уже третий день прямой трансляции по плетению лебедя. Здесь мы с вами плетем крылья. Крылья я решила сплести немного необычные, а может и обычные, не знаю, но они будут несъемные, они будут сразу вплетены в тело лебедя. Мне такой вариант показался очень интересным. И крылья я плету укороченными рядами. На самом деле вы можете сами придумать схему плетения крыльев у вашего лебедя. Я показываю, как именно я плету. То есть я разворачиваю рабочую трубочку постоянно на следующей стойке. То есть я начинаю от первой стойки, дохожу до второй, разворачиваю обратно, потом дохожу до третьей, разворачиваю обратно и так далее до хвостовой части. Ну, в хвостовой части я поделила вот эту всю конструкцию напополам и, естественно, чтобы у меня все было симметрично, я плету укороченными рядами симметрично. И когда я уже проплела, то есть когда у меня укороченные ряды уже закончились, я поняла, что в принципе крылышки я хочу немного повыше. И весь этот процесс я повторяю заново. Вот таким образом у меня получилось такое крылышко. Второе крылышко я плету точно так же, симметрично. Кстати, мне очень хороший совет дали на трансляции. Если хотите сразу плести крылья симметричные, чтобы они у вас прям симметрично получились, плетите их одновременно. Потому что у меня именно это такой момент был, что я одно крыло сплела и начала второе плести крыло, и я понимаю, что что-то у меня тут в симметрии даже и не пахнет. Я начала это все поправлять дело, подправлять, подтягивать ряды, и потом уже как-то чего-то так сравнялось. Ну, в общем, одновременно плести крылья – это очень хороший совет, и вам тоже его советую.
На самом деле, вот я сейчас думаю, смотря на эту видеонарезку, что, наверное, все-таки можно было проплести и веревочкой в две трубочки по периметру, то есть начиная от одного конца крылышка, заканчивая другим, и обратно можно было проплести и сделать какую-нибудь такую объемную загибку интересную. Ну, что сделала, то сделала. Иногда на прямых трансляциях мозг отключается совсем, и какая-то логика напрочь отсутствует, поэтому сделала простую загибку. Здесь у меня трубочка за трубочку заведены, и потом я эти концы обрезаю. Да, здесь я момент, конечно, обрезала, но в прямой трансляции я этот момент показывала, то есть чтобы зафиксировались вот эти трубочки у загибки, я все это дело немного пролакировала из пульверизатора. Но если вам этот процесс интересен, то зайдите на последнюю прямую трансляцию, там в конце я это как раз показываю. Ну вот такой лебедь получился. Я очень надеюсь, что принцип плетения этого лебедя был вам понятен. Если что-то непонятно, я вас обращаю именно к полным версиям прямых трансляций по плетению лебедя, они все в описании есть. Также в описании есть другие разные ссылки на и мастер-классы, и на то, как я обрабатываю трубочки, как кручу бумажные трубочки, тоже, если вам интересно, заглядывайте. Очень надеюсь, что я вас вдохновила на плетение лебедя. Желаю вам легкого плетения, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Увидимся с вами очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!